Привет, меня зовут Антон, и это канал Яхты на колесах. Сегодня у нас в обзоре Yosemite Hummer. Мы попробуем разобраться не с технической стороны вопроса, а вот как, что здесь, где работает и как этим всем пользоваться. Как известно, театр начинается с вешалки, а автодом с двери. В случае с веном это вот такая огромная дверь. А у Adria Twin она фиксируется здесь в среднем положении, здесь не фиксируется, но мне кажется, это даже отчасти к лучшему, потому что я, например, у Twin так чуть не сломал дверь, дергал что-то, оказывается, надо было за ручечку. Вот, разумеется, здесь она фиксируется в конце, и здесь вот есть москитная сеточка. Ну, в принципе, это есть всегда. А дальше вешалка здесь, конечно, тоже есть. Вот она на входе. Конечно, здесь такие небольшие крючочки на таком утопленном рейлинге. Вряд ли сюда можно вешать какую-то тяжелую куртку или еще что-то. И когда кухней пользуетесь, тоже пользоваться не получится. Но какие-то небольшие вещи, когда просто прошли, сели, зацепить можно. Кухня, кухонный модуль. В венах он практически всегда находится вот так вот на проходе. И это замечательно, потому что у вас здесь открытый воздух, отличная естественная вентиляция. Тут, кстати, вот на стеклышке указано, что обязательно надо открывать окошки. Вот. И вы всегда стоите и созерцаете отличный вид. Вот. Здесь две конфорочки, газовые плиты, электроподжиг и небольшая раковина. Но вполне себе ее достаточно для того, чтобы помыть какую-то посуду, я думаю. Я не понимаю, почему такие холодильники не делают для квартир. Возможно, делают, я просто не видел. Но это холодильник-дометик, который вот таким образом открывается, если вы на кухне находитесь, вы из дома внутри взяли здесь что-нибудь. Но если вы вдруг находитесь на улице, у вас раскрыта маркиза, к которой мы сейчас еще вернемся, и вы хотите что-то достать, он точно так же открывается с этой стороны. По-моему, это прекрасно. Это вот реально то, чего часто не хватает. Как я уже сказал, это вен. И основная, в принципе, фишка венов – это то, что это компактный автомобиль, с которым вам удобно в городе, удобно на каких-то небольших пространствах, но, разумеется, всегда есть какие-то жертвы. То есть, казалось бы, что здесь можно мало что разместить, мало людей поместится, но главное преимущество вот этой модели в том, что здесь у нас, вот в этом маленьком потолке, спрятана кровать-палатка такая наверху. Сейчас мы попробуем ее разложить. Вот так мы открываем потолок. Отщелкиваем здесь карабинчики. Здесь у нас такие поворотные фиксирующие механизмы. Раз. И два. И кровать у нас вот так наверх. Опа! И на крыше мы получаем огромную двуспальную кровать. Вот эта лесенка у нас, я ее уже заранее собрал. Вот сюда вот так пристыковывается. И вот мы на крыше в этой палатке. Здесь у нас сейчас достаточно душно, потому что машина стояла на солнце, она черная. Но здесь предусмотрены вот такие окошки, закрытые москитной сеткой. Открываем, и прям моментально воздух пошел. В принципе, ощущения сравнимы с тем, если кто когда ночевал в палатке. Только вот представьте, что у вас наверху жесткая крыша, и к вам не заползают никакие муравьи, никто, потому что вы находитесь высоко. У вас здесь, в принципе, ну такая, это люкс класса какая-то палатка. Вот. Отличная широкая двуспальная кровать. Ну, какие можно выделить плюсы? Это то, что у вас компактная машина с огромной кроватью наверху. Сюда также от Hummer есть специальная установка, которая подключается к печке, и сюда поступает теплый воздух. То есть, в принципе, в какую-то погоду межсезонную и так далее, я думаю, здесь вполне себе можно будет спать, включив печь Трума. У лампочки у нас даже предусмотрено два типа освещения, синий и белый. Ну и вот третьим нажатием мы выключаем ее. Закрываем наши окошки. И вот таким вот легким движением, опа, мы закрываем кровать. То есть, казалось бы, что это огромная, в принципе, тяжелая история, но поднимается она как бы вот абсолютно легко одним движением и точно так же легко закрывается. Фиксируется кровать вот таким вот замечательным карабинчиком. Он вставляется, поворачивается и опускается. Ну и для подстраховки защелкивается вот так. Важно сделать все эти манипуляции, чтобы кровать у вас на ходу не открылась.
Лесенка конкретно в Yosemite устанавливается вот так вот сбоку и не мешает проходу, потому что часто в венах эта история стоит сюда в проход перегораживает, и это не очень удобно, соответственно. Лесенка разборная. Разобрать ее внутри только если по диагонали, но я вот выбрал такой способ. Вышел, на ступенечку поставил, ее вот так вот, оп, зацепилась, разъединили, и все. Теперь у нас это вот такая коротенькая история, которую мы можем без проблем уложить, скажем, вот сюда, и она нам здесь никоим образом не будет мешать. И здесь даже еще остается нормальное такое количество места, чтобы положить какие-то сумки, фотоаппарат, еще какие-то вещи, которые в пути важно, чтобы не упали, но вы хотите иметь их в доступе, а не за закрытыми дверьми. Нашел я, куда ботинки прятать, чтобы по ним никто не ходил. Здесь вот такой замечательный лючок есть. При желании, я думаю, можно запихнуть даже 2 пары, вот так вот спрятать, и никто по ним топтаться не будет, а вы спокойно спите наверху в палатке. Обожаю эти вращающиеся кресла. Это так удобно, прямо на водительском месте повернулся, и вот тут раз можно за компьютером поработать. В принципе, история с венами – это очень удобный автомобиль, который может быть вашим повседневным. То есть, скажем, если вы работаете с каким-то режимом удаленной работы, у вас может часто совмещаться отдых и работа, и вы можете находиться не в офисе. Вот у вас, допустим, здесь лежит компьютер, еще что-то. Вы прямо на водительском месте повернулись, залезли что-то в интернет, что-то поделали, и вот у вас как бы рабочее место. Можно повернуться на пассажирском. 4 человека здесь расположатся точно с комфортом. Спальных мест у нас тоже 4. После вы отвернулись, там, или вот такой коротенький столик сделали, если вам большой не нужен, и вы уже за рулем, вы уже в пути, вы уже едете. Кабина в этом автодоме в целом достаточно стандартная, это Fiat Ducato. Из полезных опций, присутствующих здесь, это Traction Plus. Traction Plus – это, по сути, обыкновенная курсовая стабилизация, что функция на самом деле очень важная. То есть, что такое курсовая стабилизация? В случае, если у вас машину заносит, вы недостаточно сбавили скорость в поворот, или еще что-то происходит, машина автоматически подтормаживает необходимым колесом или подгазовывает. Также это вам добавляет проходимости. То есть, конечно, это в целом, городской автомобиль не очень высокий, не внедорожник, но тем не менее, если вдруг вы где-то застряли в какой-то там грязи, снегу и так далее, есть вероятность, что эта система вас вытащит. Вообще, в целом, по исследованиям, системы такие, как курсовая устойчивость, система АБС, это те системы, которые спасают гораздо больше жизни и влияют на безопасность, чем даже подушки безопасности. Поэтому, если эта система у вас есть, это очень-очень важно. Вот, это реально полезная функция. Далее, коробка у нас здесь механическая, и вообще в большинстве домов коробка механическая. Я любитель коробок автомат, но не могу сказать, что для автодома это минус. На мой взгляд, это реально плюс, потому что на автодоме, как правило, едешь на большие дальние расстояния. В итоге ты добираешься до 5-6 передачи в данном случае и не переключаешь коробку часто, то есть в пробках стоишь мало. Автомат нужен вот в городе, в пробках. В случае с автодомом это добавляет большей надежности, большей практичности. Опять же, в случае, если вдруг вы забуксовали, у вас есть передачи для того, чтобы как-то из этой ситуации выбраться. Далее, если вдруг даже на худой конец вы забыли что-то, все выключили, все у вас разрядилось, почему-то забыли вы фары, там все включено, вы ее, если что, машину толкнете, дернете, хоть даже так ее заведете. То есть это более практичная коробка в условиях, в которых вы находитесь, путешествуя. Подсветочка у нас вот такая светодиодная. Что мне очень понравилось, подсвечивается кнопочка при касании. И вообще то, что нету лишних кнопок, соответственно, ломаться нечему. И не знаю, мне лично очень нравятся все эти светодиодные ленты. Это всегда как-то изящно и элегантно. Рядом находится ТВ-розетка, но что самое главное конкретно в этой модели, ТВ-розеток здесь много. Еще одна находится на кухне, совмещенная с 220 вольт. И вот здесь над столиком еще одна, тоже с 220 вольт. Это замечательно, потому что, соответственно, вы можете адаптировать дом под свои нужды. Как я уже сказал, если, допустим, мы больше работаем в каком-то офисном режиме, то, допустим, вы выводите ноутбук на второй экран, сидя на водительском месте, повесив куда-нибудь сюда экран. Если вам удобнее, наоборот, чтобы для пассажиров с кровати, вы вешаете куда-то туда экран и так далее. Это, мне кажется, очень удобная функция, которая позволит вам сделать телевизор-второй монитор и так далее. Вот там, где вам это именно нужно. Дальше. Замечательная система отопления Truma. Здесь с дополнительной опцией iNet Ready, которая позволяет дистанционно запускать через GSM-модуль
запускать систему отопления. Пример. Вы катаетесь на лыжах, где-то находитесь на горнолыжке, там 5-6 часов вы катаетесь, на улице холодно. Вы не хотите, чтобы дом расходовал лишнюю энергию и, соответственно, ставите его на какую-то там минимальную температуру. Вот вы знаете, что вы там через полчаса, через час вернетесь в дом, и вам надо будет сушить мокрую одежду и так далее. Вы с телефона заходите в приложение, запускаете систему отопления, дом прогревается там до 30 градусов, вы приходите, сушитесь, греетесь, все замечательно, все это дистанционно. Рядом находится пульт управления домом. Здесь основные как бы жизненные показатели, батарея, сколько осталось места в баке для сточных вод, запас воды и так далее. Туалет с душем, конечно, очень небольших скромных размеров, и можно сказать, что это плохо, но с другой стороны, вы имеете, по сути, городской небольшой автомобиль, в котором у вас, тем не менее, поместились и душ. Здесь внизу деревянная такая решеточка, ее нужно обязательно убирать, когда моетесь, потому что она для того, чтобы вы не царапали поддон ногами, когда пользуетесь этим как умывальником. Вот. И здесь у вас разместился туалет, Тедфорд с электрическим смывом, как бы стандартная кассета, вся вот эта история. Здесь есть раковина, которая вот таким рычажком опускается, и вот еще так плавненько доводится. Чтобы вы не мочили лишний интерьер, здесь есть шторка, что как бы немаловажно, мне кажется, потому что вот здесь вот у нас есть розеточка, нажатием так открываем, 220. Соответственно, вы здесь можете заряжать электробритву, еще что-то вот так вот раз. И чтобы вы все это не мочили, когда моетесь, вы вот это закрываете шторкой, она вот здесь на такие специальные фиксаторы фиксируется, и все, вы это все закрыли. Даже здесь есть зеркало, которым вот в полный рост вы можете себя наблюдать, когда вы закрыли это зеркало. И как бы, ну вот мой рост 1,80 м, я здесь в целом без проблем умещаюсь, если еще убрать решеточку, будет вообще прям хорошо. Вот. Ну и, конечно, это закрывается и на магниточке по всей длине прилипает, и все у нас хорошо. Дальше здесь вот есть, когда вы помылись, вы сюда эту штучку так опускаете, здесь у вас полотенечко сохнет. Окошко тоже есть для того, чтобы была вентиляция. Вот здесь у нас скрыто небольшое окошко. Вэн. На самом деле Вэн — это, наверное, один из самых моих любимых типов автодомов, потому что это та машина, которую вы реально можете, как я уже сказал, использовать каждый день. То есть это небольшой автомобиль, который умещается на обычных городских парковках, на котором вы легко развернетесь. Да, вы жертвуете где-то местом, пространством внутри, но у этого есть и свои плюсы. Например, вот здесь мы имеем огромный такой багажный проход, в который, скажем, без проблем встают велосипеды. И даже, наверное, я сюда попробовал бы закатить мотоцикл. Я езжу на мотоцикле, мне кажется, вот сюда я его замечательно поставил, а вот в багажник обычного автодома, какого-то алькованного полуинтеграла, я не уверен, что в каждый влезет, скажем, там он по ширине. Здесь это, я думаю, реализуемо. Саша Епифанцев сказал, что вот эта перегородка непонятно зачем, мне, по-моему, понятно. Эту перегородку мы вот так вот ставим, фиксируем здесь болтами, и как раз-таки какой-нибудь велосипед, мотоцикл или что-нибудь сюда, ну, естественно, небольшой какой-то малокубатурный скутер там, возможно, у вас не прокатится, не испачкает ничего в салоне. Зафиксировать любой перевозимый здесь груз мы всегда можем вот такими замечательными колечками, карабинчиками. Мы вот так вот их раз фиксируем и, соответственно, пристегиваем. Ничто у нас никуда не ездит, и дополнительно эта стенка у нас ограничивает, чтобы ничего там грязное и так далее не попало в уже чистую зону, где у вас душ, где вы ходите босичком. Если с другой стороны посмотреть на это же пространство, конечно, у нас вот здесь фиксируется и вот так опускается замечательная большая двуспальная кровать, в которой вот так вот раскладывается матрас. Здесь у нас вот такая вот ортопедическая точечная поддержка, пружиночки, то есть не цельные ламели, когда у нас там где-то что-то куда-то может съезжать, а как бы все по всем плоскостям держится. Матрасы то ли поролон, то ли хлофайбер, не знаю, что там внутри, но в любом случае это что-то очень похожее на ортопедический такой матрас. Вот у меня дома точно такого же плана. Они очень удобно всегда восстанавливаются, если что-то где-то он помялся, всегда вернет форму, и вы будете спать на ровной, достаточно жесткой поверхности. То есть не думайте, что это поролон, там что-то похожее на какой-то там советский крошащийся поролон. Нет, это ничего рядом, это ортопедический современный классный поролон. Чехлы, которые находятся на матрасах, снимаются, то есть, говоря о практичности, мы всегда можем их снять, постирать, если вдруг что-то затерлось, что-то упало, и, в принципе, я думаю, отдельно, если вдруг вы его все-таки испортили, вы можете заказать только чехол, купить, и у вас все будет заново новенькое. Здесь тоже подсветочки, USB-розетки, две, то есть телефон вы заряжаете прям без всяких дополнительных адаптеров, ну и 220 тоже предусмотрена, небольшая полочка. Также, конечно, по кругу у нас шкафчики. Как показывает практика, заполнить эти шкафчики, по-моему, вообще нереально там всем. Ну, то есть можно, конечно, но
их хватает более чем, вот, всегда, чтобы сложить какие-то вещи. Звук колонки предустановлены, и, соответственно, вам нужно только подключить мультимедиа, и все, и у вас здесь полетел звук с телевизора, звук с штатной мультимедиа, и вот вы лежите, смотрите кино или просто наслаждаетесь музыкой. Система отопления тоже сюда выводится, воздушное отопление, вот, окошко, соответственно, как всегда, с москитной сеткой, это все само собой разумеется, blackout шторка тоже, вот, и, соответственно, солнце вас не побеспокоит. Вешалка тоже здесь присутствует, соответственно, это очень удобно, то, что прямо над спальным местом, вот вы сели, шторкой задвинулись, другие люди вас уже не видят, и вот вы здесь сняли одежду, никуда не ходите. Еще важный, классный момент, когда вы открываете заднюю дверь, она вот в таком положении останавливается, то есть вы не шарахнете стоящую рядом машину или еще что-то, она у вас не перегородит лишнего. Но, допустим, если вам необходимо открыть шире дверь, чтобы затащить что-то или так далее, тут есть кнопочка, мы ее нажимаем, и дверь у нас открывается до конца. Мне кажется, это очень удобно. Возвращаясь к теме венов, это всегда максимально практично использованное пространство. И вот конкретно здесь уже сразу прямо с завода у нас есть вот кемпинговые столики, которые закреплены на двери, стулья, и все это уже здесь сразу штатно стоит, и вам никоим образом не мешает ставить ваши грузы и так далее. По левому борту, прямо под окном, вот здесь расположилось выхлопное отверстие печи Трума, а выше у нас окно. Очень многие из вас часто в комментарии пишут: да зачем я буду платить там такие деньги, я лучше сам куплю какой-то вэн, соберу на нем автодом. Ну, наверное, соберешь, если руки из нужного места, но все равно автодом заводской — это куча нюансов и мелочей, таких как это выхлопное отверстие. Наверху окно, соответственно, выхлопные газы, есть большой риск, что будут попадать в салон и какой-то угарный газ и так далее. Забыть всегда можно, это человеческий фактор, но в заводском автодоме предусмотрен, например, специальный датчик, который не позволит включиться печке, когда открыто окно, и будет вас информировать о том, что такая вот у вас история. И этих моментов очень много. Например, вентиляция окон тоже находится в двух положениях, и, соответственно, вы можете окно открыть, вот как я сейчас его открыл, а можно в небольшой режим проветривания вот в срединное положение поставить фиксаторы, и на ходу, даже на большой скорости, у вас окно не оторвет, ничего не произойдет, все предусмотрено, у вас будет вентилироваться салон. Таких нюансов по салону автодома очень много. И чем глубже в эту тему погружаешься, тем больше понимаешь, что это не так просто, как кажется на первый взгляд. На этом автодоме уже предустановлена маркиза Thule Omnistore. Вообще маркиза — это всегда замечательная история, которая вам позволяет организовать такую веранду перед автодомом. Раскладывается она механически, достаточно легко, главное не торопиться. Вот. Никаких особых усилий прикладывать не приходится. Опять же, то, что она механическая, как и с кроватью, которая бывает электрической и механической, это можно рассматривать как плюс, так и минус. Мне кажется, механические истории чаще это плюс, потому что это не расходует лишний заряд аккумулятора. Допустим, вы не подключены, хотите лишний сэкономить. Вы всегда покрутили вот эту рукояточку, и вот таким вот легким движением раз, и у вас уже вот, пожалуйста, такая веранда. Мало того, там у нас светодиодная подсветочка предусмотрена, и здесь у вас уже сразу есть освещение. И вот таким образом вам обязательно нужно поставить подпорные ножки. Они вот выдвигаются чуть-чуть вперед и далее опускаются вниз. Все, далее вы фиксируете необходимую высоту, и все, вот так у вас получается маркиза. Хочу обратить внимание, что конкретно у этой машины очень интересный ключ. Мы можем отдельно открыть только кабину, то есть у нас откроются две передние двери, а это останется закрыто, и задние тоже. А можем отдельно открыть вот эту историю, и, соответственно, мы попадем сразу внутрь самого автодома. Это удобно, потому что, например, если вы хотите просто сесть на водительское место и поехать, вы будете уверены, что у вас сзади все осталось закрыто, и никто там на светофоре, никто у вас ничего не откроет и не залезет. Вот такую интересную функцию я тут обнаружил. В автомобиле реально достаточно компактный и легко управляется. И вот мало того, я даже сдавая назад, имею возможность посмотреть в задние окна, и в целом я вижу, где край машины, и без проблем, как в принципе в любой легковой машине, с ней управляюсь без каких-либо напрягов. Даже тут есть вот маленькие зеркала, которые в целом помогают и в зеркала видеть шире, но и без них все замечательно. Вот тут, правда, нету зеркала назад, но есть заглушка, наверное, можно его сюда поставить. Не знаю, насколько нужно. Но если вдруг вам нужно, стандартная Fiat
зеркало сюда подойдет. Конечно, если вы любите путешествовать на большие расстояния, большой компании, или у вас большая семья, и вы в целом доезжаете до какой-то финальной точки в кемпинге и стоите там долго, и это вот ваша такая дача, грубо говоря, выездная, наверное, ваш выбор будет какой-то альковый автодом, полуинтеграл, там, интеграл и так далее. Но если же вы предпочитаете динамику, если вы предпочитаете много двигаться, и, возможно, у вас даже нет другой машины, и вы рассматриваете автодом, чтобы совместить это с повседневным использованием, то ваш выбор будет либо там прицеп, например, если исключительно для путешествий, или вот вэн – это максимальный такой компромисс. Вы получаете в вэне достаточно большой багажник. Вы туда можете поставить, как я уже сказал, мотоцикл, коляску, в зависимости от ваших потребностей. Вы можете его использовать как полноценный автодом, потому что у вас есть две большие двуспальные кровати, и, в принципе, даже 5, и даже при желании 6 человек можно впихнуть, там, если плотненько лежать. У вас есть маркиза, веранда, все это уже в данной конкретной модели стоит, и у вас это есть сразу. И тем не менее, вы получаете вот достаточно небольшие габариты, это Б-категория, это встанет на любой парковке, вы всегда развернетесь в обычном дворе и найдете для себя место. То есть мой выбор личный был бы, это, наверное, как раз-таки какая-то вот такая история, потому что я бы смог его использовать как портативный офис, я бы смог его использовать для путешествий, я бы смог на нем съездить и на дальнюю горнолыжку, и на горнолыжку где-то выехать в Подмосковье на выходные, и мне в любом случае было бы удобно. Вот такой у меня получается итог по конкретно этой машине и вообще по вэнам. Подписывайтесь на канал, у нас будет еще много обзоров, новых рубрик. Мы будем снимать про путешествия, про кемпинги, и вы увидите все это первыми, именно подписавшись. До новых встреч, меня зовут Антон, это был канал Яхта на колесах. Пока!